Приветствую! Запишем обновление обзора криптовалют. Со вчерашнего видео прошло неплохое движение вниз. Давайте его посмотрим на часовиках поподробнее, что это могло быть. Это вполне вписывается в пятую волну. Мы пробили лой, зацепили расчетную зону, нашу обозначенную. Закончилось ли движение? Давайте сейчас попробуем разобраться. На более мелких таймфреймах смотреть криптовалюту не имеет особого смысла ниже часовика, так как там уже шум полнейший идет. Ценовой. Что можно сказать из часового таймфрейма, это то, что сейчас мы находимся на такого рода перепутье. Мы выполнили необходимое ценовое значение, зацепили расчетную зону, и сейчас мы движемся, как вы видите, наверх. Это может происходить как в рамках заходного импульса, который пока до конца еще не сформирован, возможно и не будет, так и в рамках четвертой волны. Вполне возможно будет что-то вот такое. Так что нельзя сказать с уверенностью, что вот это дно, это было все. Последнее дно. Возможно, мы еще ниже сходим. Шортить сейчас вообще не стоит, как и лонговать. Нужно дождаться определенности. Как я вижу рынок, то что с большей вероятностью мы еще раз сходим обновить лой, если здесь не будет сформированного хорошего заходного импульса. Пока прогноз по биткоину вот такой. По эфириуму какая ситуация? Здесь мы не пробили лой, что еще раз подтверждает, что с большей вероятностью мы все-таки еще пойдем ниже. Не зацепили расчетную зону, но близко к ней подошли. С большей вероятностью мы направимся ниже. Но и если мы пойдем наверх, это не будет являться чем-то необычным. Это может быть укороченной пятой волной. Я вас просто предупреждаю. Что касается моего видения, я считаю, что еще сходим ниже. По Риплу. По Риплу особого движения со вчерашнего дня не было. У нас сегодня 26-е. С 25 числа мы немного снизились. Также во флете болтаемся. Поэтому прогноз все тот же, небольшое снижение и дальнейший отскок наверх. По Дэшу. По Дэшу у нас также идет все в рамках нашего прогноза. Сходили в четверку, пошли ниже. Здесь мы видим 3 волны вниз и отсутствие пробития. Что может значить 3 волны вверх, 3 волны вниз? Это относится также и к биткоину, и к эфириуму, и ранее озвученным валютам. Здесь вполне может быть четверка трансформирована в треугольник. Ни хай, ни лой, если не будет пробит, мы можем вполне трансформировать наше движение в треугольник и пилить дальше. Поэтому здесь нужно быть особо осторожным. Что касается моего видения, мы также должны обновить лой и дойти до расчетной зоны, либо хотя бы приблизиться к ней максимально. Поэтому прогноз все тот же, ожидаю еще небольшое снижение вниз. Дальше по АДе у нас идем пробивать хаи. У нас по плану прошла коррекция. Все как мы и задумывали. Единственное, какое отличие от прошлого прогноза может быть, это вариант вот такой. То, что здесь закончилась лишь третья волна, сходили в четверку, и мы пошли в пятерку. Почему это может быть? Потому что здесь образовывается дивергенция. То есть мы уже почти пробили хай, а дивергенция у нас появляется. То есть это у нас бывает между третьей и пятой волной. Расчетная зона в этом случае будет следующая. Пятерку можно ожидать вот в эту зону. По Polkadot. По Polkadot здесь все больше напоминает как раз-таки вариант с треугольником. 3 вверх, 3 вниз. Здесь что-то просто здесь пошло все на усложнение. Потому что здесь мы пробили пик предполагаемой волны 1. Глобально ожидаю также снижение обновления лоя. Но, как видим, просто это не пройдет. Здесь может быть множество сценариев. И один из них сейчас я вам нарисую. Давайте я завтра это обозначу. Пока у нас вписывается в текущий сценарий все, поэтому менять его не буду. Все идет пока по плану. Как только он отменится, я вам покажу другой сценарий. Заранее скажу, он также смотрит больше вниз. По BNB. По BNB также мы со вчерашнего дня идем в рамках прогноза, идем вниз. Никаких отклонений мы не совершили. Пока движение вниз более вероятно, чем наверх. Даже вот этот отскок, пока он идет в рамках коррекции. 3 волны наверх. Значит, пойдем вниз, если не преобразуется это все в заходной. По рублю. Такая вот у нас пила с тенями возле этой зоны. Идет борьба, кто-то хочет наверх, кто-то вниз. Но пока в прогноз вчерашний. Можете пересмотреть, если интересно. И монеты из комментариев. Litecoin попросили. Также здесь ожидается снижение. Давайте промерим расчетную зону. Если это волна 5, то расчетная зона будет вот здесь. Мы пока ее также не достигли. Это совпадает и с уровнем, ранее отмеченным,
И также это совпадает вот с этой проторговочкой. Вполне адекватная зона, куда мы можем еще сходить и собрать стопы. По всему рынку еще хотел бы сказать в конце. Коррекционные фазы, они такие неопределенные, тем более, если это 4-я волна. Здесь вообще может пилежка быть отменная. В любой момент все может развернуться и поменяться, поэтому если торгуете это дело, то обязательно ставьте стопы и ограничивайте свои убытки. Убытки должны быть такими, какие вы можете себе позволить. То есть, если вы потеряете там $1000, она для вас важна, то лучше уменьшите размер позиции. Если потеряете там $10 и вам плевать на них, то торгуйте и ставьте стопы такими, чтобы ваш убыток был $10. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. И счастливо, удачной торговли, до завтра.